Всем привет! В сегодняшнем видео я решил поторговать на акциях. Использовать буду базовый теханализ. Если вы новичок в трейдинге и хотите лучше понять, как работает технический анализ и как вообще с его помощью находить проходимые точки входа, то вы попали по адресу. Ну а для тех, кто хочет торговать вместе с нашей командой, напомню, что ссылка на платформу с бонусом к пополнению будет в описании под видео. С чего вообще начинаем? Вот допустим, вы только сели за компьютер и открыли график. Чтобы начать анализ, сначала, конечно же, нужно полистать активы и выбрать для себя такой, где цена будет двигаться наиболее понятно и логично. Допустим, акции Visa. После этого идем на старший таймфрейм и проверяем общее направление цены. Места, где цена застаивалась, обязательно отмечаем линиями. Много выставлять не надо, будет мешать. У меня вот, допустим, обычно идет по одной зоне сверху и снизу от цены, то есть зоны поддержки и сопротивления, и одна прямо по факту, где движется цена, если, конечно, есть. Ну вот получается что-то подобное. Все эти зоны, кстати, постоянно меняются, поэтому за ними нужно также постоянно смотреть, где-то добавлять, где-то переставлять. После того, как на старшем временном периоде выставили все важные уровни зоны PS, потихоньку идем к своему рабочему таймфрейму, и если какие-то линии стоят неточно, исправляем. И получается так, что на рабочем таймфрейме на минутках я вижу, где проходят дневные уровни. А они, конечно же, очень важны, потому что цена от них с большей долей вероятности отскочит. Еще один момент, если имеется тренд, нужно обозначить его максимумы или минимумы такими же линиями. У меня его нет, поэтому с этим этапом я закончу. Ну и исходя из зон PS, видно, что цена движется к нижней, отсюда и вхожу на понижение. Сделка заканчивается в плюс, все в целом логично, все понятно. Ну а для начинающих, естественно, я все всегда поясняю. Здесь у меня цена подошла к пику, затем отскочила от него и начала активно снижаться, пробив локальный уровень. Просто пробитие ничего не значит. Важно, чтобы цена сделала к нему откат, то есть произвела его ретест или так называемое обновление уровня. Так вот, здесь все это было, и после ретеста, когда цена от уровня пошла дальше вниз, я зашел туда же. Ну а дальше жду следующего сигнала. Так, ну вот здесь цена подошла к уровню и помаленьку прожимает вниз. Пики на свечках понижаются, каждая ниже предыдущей, и в целом как бы от самого пика идут чисто красные свечки. Единственное, учитывая, что тени на свечках большие, правильно зайти, когда цена поднимется. Понятное дело, чтобы поймать пик. Поэтому где-нибудь отсюда и зайду на понижение. Сделка заканчивается в плюс, не совсем, конечно, убедительно, но зато логика была угадана. Смысл здесь в чем? Цена находилась у зоны поддержки. От самого пика она активно снижалась, и когда подошла к зоне поддержки, не стала производить отскок, а наоборот, помаленьку, снижая пики на свечках, подходила ближе и ближе к уровню. Естественно, при таком уверенном снижении сделка в ту же сторону. Ну а сейчас вот уже, конечно, сценарий в корне изменился. Зона поддержки отработана, но если цена от нее отскочила еще и после такого активного падения, максимально логично, что она будет сейчас подниматься, как минимум до линии, которая выше. Вторая сделка в плюсе, тут уже, конечно, получилось намного убедительнее. Внизу зона поддержки, у которой висела цена. Если бы был пробой, то тогда можно было бы подумать. Но тут все понятно. Цена отскочила, сразу же поднялась выше предыдущих свечек. Но так как снижение было объемное, то и потенциал на отскок такой же. Ждем дальше. Перейдем на старший ТФ, и вот здесь четко видно, что цена подошла к зоне поддержки. На импульсе прямо опустилась, и думаю, что такой же снова будет и отскок. В любом случае цена у зоны, и это отличное место для входа на повышение. Так что заключаю сделку. Идеальный, по-моему, был вход в сделку, да и в целом, думаю, для новичков максимально все четко и понятно.
Внизу проходит зона поддержки. Было, можно сказать, пару случаев, когда в моменте она проседала, где, собственно, и заключил сделку. Оттуда цена по логике сразу же отскочила. Также добавлял вероятности импульс, который был незадолго до этого, так как после импульсов часто бывают откаты. В общем, все получилось так, как и ожидалось. И как видим, даже сейчас цена идет по сути логично. У нас был тренд и имеется сильная зона поддержки. Эту зону цена преодолеть не смогла и пошла вновь с попыткой на разворот. По истории видно, докуда скорее всего она как минимум дойдет. Конечно же, до зоны сопротивления, которая находится выше. Ну то есть как минимум до нее она дойдет, а там уже видно будет. Либо назад отскочит, либо обновит и пойдет дальше повышаться. В любом случае, пока что вариант с повышением цены до зоны один единственный. Отката я здесь уже навряд ли дождусь, поэтому просто не буду тянуть и буду заключать сделку. Сделка заканчивается в плюс, в целом все прошло очевидно. Единственное, я больше как-то склонялся к дальнейшему повышению, хотя оно по сути может начаться только чуть позже. По анализу, внизу зона поддержки, вверху зона сопротивления. Механика цены всегда двигаться от зоны к зоне, то есть она привязана к какой-то ценовой отметке. Так вот, в моем случае цена отскочила от зоны поддержки, и так как находилась еще на начале стадии отскока, я зашел на повышение. А дальше все пошло по сценарию, движение к зоне сопротивления. Выплата с нее 384 и чистая прибыль 184. Общий профит за эту ТС около $600. Не сказать, что было сложно, для меня в принципе это обычная ТС, так как у меня нет каких-то хаотичных действий, есть четкое понимание, как и что делать в тех или иных ситуациях. И собственно вас, друзья, я тоже призываю к тому, чтобы торговать по четко прописанным правилам. То есть у вас должна быть понятная стратегия, по которой вы будете знать, при каких обстоятельствах заключать сделки. И, конечно же, мания риск менеджмент. Иными словами, сколько ставить на ту или иную сделку, при какой сумме дохода или количество минусов заканчивать торговлю и так далее. Об этом, если что, я уже снимал не одно видео, можете поискать на канале. Все эти составляющие улучшат вашу дисциплину и, понятное дело, повысят качество сделок. На этом у меня все. Если видео было для вас полезным, обязательно поддержите лайком. И не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Также, если есть свои мысли или в целом есть чем поделиться, обязательно оставляйте свои комментарии под видео. А я напоминаю, ссылка на платформу с бонусным промокодом к пополнению будет в описании под видео. А для вступления в нашу обучающую закрытую группу с бесплатными сигналами, напишите мне в ВК с пометкой «Хочу в команду». Либо можно написать нашему боту-помощнику в Телеграме. Всем профита, пока!